Вся милиция, находящаяся в зале, срочно оцепить ДК «Юбилейный», так как только что стреляли в Игоря Талькова. За кулисами был выстрел в Игоря Талькова. Если есть в зале врачи из скорой помощи или любой врач, который может оказать медицинскую помощь, просьба подойти ко мне сюда на сцену. Срочно. Летний дождь, и поверженный в бою я воскресну и спою. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость? Чистые пруды, застенчивые ивы. 6 октября будет очередная дата со дня гибели известного российского певца Игоря Талькова. Он был застрелен в 1991 году во время одного из сборных концертов в Санкт-Петербурге. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве исполнителя Игоря Талькова в октябре 1991-го. Фигурант дела является концертным директором певца. Шляфману заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, а также покушение на такое убийство. По мнению следствия, в октябре 1991-го во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман во время конфликта с представителем одного из артистов Игорем Малаховым из-за очередности выступлений на концерте попытался его застрелить. Малахов увернулся, в результате чего Тальков получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия. В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле. В январе 2022 года Петроградский суд Петербурга заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания на территории РФ. 8 июля 2024 года Следственный комитет РФ заявил об окончании расследования дела об убийстве Талькова. 23 апреля 2025 года Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Владимира Шляфмана, бывшего концертного директора Игоря Талькова, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году. Суд постановил отправить Шляфмана отбывать наказание в колонии общего режима. Защита подсудимого ранее просила полностью оправдать своего подзащитного. Судебное заседание проходило без участия Шляфмана. По версии следствия, после совершения преступления он выехал в Израиль, где находится по настоящее время. Ранее следствие направило запрос в прокуратуру страны о правовой помощи. Дело было приостановлено в 1993 году, после того, как Шляфман скрылся от следствия. В 2018 расследование возобновили. Следователями Следственного комитета России проведен колоссальный объем следственных действий. Им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением артистов. Допрошено более 150 свидетелей, среди которых эстрадные исполнители, работники Дворца спорта и бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. Одним из доказательств по уголовному делу стала гавайская рубашка Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того, как Шляфман покинул Россию, при проведении обыска у его сожительницы в городе Москве была обнаружена и изъята данная рубашка. Несмотря на то, что он отрицал факт производства им выстрела на правом рукаве рубашки, эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова, сообщала пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу. В 2022 году бывшего концертного директора заочно арестовали и объявили в международный розыск. Прокуратура требовала приговорить его к 14 годам лишения свободы. В этом Дворце спорта 6 октября 1991 года состоялся концерт, который закончился трагедией. На этом концерте был убит из огнестрельного оружия Игорь Тальков. От ледовой арены, где была оборудована сцена, где находились зрители, где происходил концерт, я прошел в коридор. Много чего изменилось, но в целом, конечно, конфигурация помещения остается той же. Вот, когда я уже окончательно вот так вот согнулся, меня били очень сильно. Я согнулся, и когда мне начали выбивать пистолет отсюда, вот здесь вот. Вот здесь вот где-то я его и достал. Они не разошлись, вцепились все в руку мне. Расследование было сложным, потому что все эти события произошли 30 лет назад.
у нас было то, что мы нашли рубашку Шляфмана, в которой он находился в момент происшествия. Эту рубашку мы изъяли у него дома, в Москве. И на этой рубашке, на правой ее поле, находились следы выстрелов. Короче, я когда вырвал его, давай, отпускай. Вот я вырвал его. Вот на такой вот высоте. Вот, когда я увидел, уже дуло пистолета. Они же меня пинали снизу. И мне удалось подняться вот где-то вот на такой высоте. Я увидел, вот так вот развернулся, и вот так вот проследовал выстрел. Но несмотря на факт окончания расследования по делу Талькова, даже спустя столько лет после убийства семья музыканта так и не нашла ответы на свои вопросы. Так и осталась загадкой, кто, а главное для чего, на самом деле сделал тот роковой выстрел. Татьяна Талькова в тот страшный день потеряла мужа, а маленький Игорь – отца. Как сложилась жизнь вдовы и сына культового певца, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Игорь Тальков обожал сына, старался проводить с ним как можно больше времени и уделял максимум внимания. Мальчик рос в атмосфере любви и заботы. Певец делал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Внезапная гибель отца стала для мальчика шоком. Его мама, а также бабушка и дедушки сделали все возможное, чтобы смягчить удар судьбы. В детстве и подростковом возрасте Игоря всегда интересовали серьезные, взрослые вопросы о смысле жизни, перипетиях истории. Музыкальные гены и не по годам взрослые интересы в один прекрасный момент привели его к написанию песен. Так же, как и отец, он занимается музыкой. Парень освоил вначале игру на синтезаторе, а потом и на гитаре. А первые куплеты были написаны ими еще в подростковом возрасте. Со временем стало понятно, что это не просто увлечение юности, а жизненное призвание. И он очень не любит приставку «младший». Он обладает яркой индивидуальностью и создает свою музыку, а не копирует стиль отца и не сравнивает себя с ним. У него абсолютно другой путь. По словам Игоря Талькова-младшего, стихи и музыку он стал писать в 16 лет. Когда отец был жив, я его песни вообще не слушал, а начал прислушиваться только годам к 16, когда стал влюбляться, и меня поперло писать стихи и музыку. Первое время я жутко стеснялся их кому-то показывать. Слава отца давила. Говорят же, что природа на детях талантливых людей отдыхает, рассказывал Игорь Тальков-младший в интервью. Игорь Тальков-младший выступает как с песнями отца, так и с собственным творчеством. Каждый год, 6 октября, в годовщину гибели родителя, он устраивает концерт у Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Игорь Тальков-младший до сих пор верит, что смерть его отца не случайна. Убежден на все 100, что это было заказное убийство за огромные деньги, а не пьяная потасовка. Я встречался с человеком, который был водителем скорой помощи в то время. Так вот, он мне сказал, все наряды знали, из питерского дворца спорта «Юбилейный» поступали звонки, что там стреляли в Игоря Талькова, но был дан приказ ни одной машины на помощь не выезжать, делился музыкант мнением с журналистами. У сына советского рок-музыканта на счету 1 альбом. В дальнейшем он отказался от этой практики и все свои новые песни сразу выкладывает в интернет и признавался в интервью, что материала хватило бы и на 5 альбомов. У него есть несколько музыкальных наград от Московской рок-лаборатории «Рок-Дом» и независимой Петербургской премии имени Валерия Петрова. В 2009 году он создал свою группу «Мир и мир». Само название отражает жизненный принцип Игоря. Он принципиально не берет в руки оружие и заявил, что не пойдет воевать, даже получив повестку. Нет, мама написала, что мне пришла повестка. Вот, но я вообще терпеть не могу там что-то прятаться, там бояться кого-то, всякой фигни. Только говорю, меня никто не заставит никогда взять оружие и идти убивать или там хотя бы даже его на кого-то направлять. Мое оружие, музыка и все. На телевидении его можно увидеть в передачах, посвященных памяти отца. Больше 10 лет он дает импровизированные концерты в Питере на ступеньках Дворца Юбилейный каждый год 6 октября. У Игоря Талькова-младшего довольно сложный характер. Все, кто с ним общался, отмечают его принципиальность и бескомпромиссность. Эти черты он унаследовал от отца, который никогда не прогибался под власть и не писал на заказ. Личная жизнь артиста насыщенная. За плечами у него 2 брака. Со второй женой есть совместная дочь Варвара, которая в данное время живет с матерью в Германии.
Сейчас певец женат на Светлане Зиминой, и пара вместе воспитывает двоих сыновей – Святослава и Мирослава. К сожалению, не обошлось и без скандалов. У Талькова были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Его задержали за вождение в нетрезвом виде. Но последние годы он заявил, что полностью бросил пить и ведет здоровый образ жизни. Однако в 2023 году общественность всколыхнула новость о задержании певца в Москве. С собой у него был пакет гашиша. На мужчину завели административное дело. Октябрь 1991 года навсегда останется черным в памяти Татьяны Ивановны Тальковой. Известие о гибели мужа сильно подкосило женщину. Она была в ужасном эмоциональном состоянии и нашла в себе силы жить дальше только ради маленького сына. Его воспитанию она и посвятила свою жизнь. Более 30 с лишним лет вдова Талькова не только занималась сыном, но и проводила собственное расследование. В одном из интервью женщина сказала, что подробности следствия от нее постоянно скрывались, да и знакомиться с делом толком не дали. Так и не добившись справедливости, она оставила затею с расследованием. Однако внимательно следит за всеми появившимися в прессе новостями, и, как нам известно, следствие завершено по делу Талькова, но вдова по этому поводу не высказывалась. В Петроградском районном суде по делу Валерия Шляхмана допросили вдову Игоря Талькова, Татьяну Талькову. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Талькова рассказала суду, что в день убийства ее супруг приехал на концерт заранее, был счастлив. В это время за кулисами уже начало происходить что-то странное. Певцу сказали, что порядок выступлений артистов хотят поменять. После этого случился конфликт. После случившегося убийства очевидцы рассказали Татьяне Тальковой, что пистолет видели сначала в руках охранника Азизы Игоря Малахова, а охранник Талькова Валерий Шляхман пистолет взял уже в конце. Также Татьяна Талькова рассказала, что после инцидента Валерий Шляхман не утаивал своего намерения уехать в Израиль. Что касается личной жизни, то Татьяна так и не вышла замуж снова. После потери мужа ей до сих пор сложно свыкнуться со статусом вдовы. Попытки наладить личную жизнь были, но по признанию самой женщины все было не то. Никто не мог заменить Игоря. Всю свою нерастраченную любовь она отдает семье, сыну и любимым внукам, в которых души не чает. Работает Талькова в сфере кино, кастинг-директором. Среди успешных проектов, на которых она работала, можно выделить «Стиляги», «Обитаемый остров» и «Большой». Изредка Татьяна Ивановна дает интервью, участвует в концертах, посвященных памяти мужа. А вот ток-шоу особо не любит, ведь на них бывает много спекуляций на слишком больной для нее теме. Вместе с сыном она старается сохранить добрую память об Игоре Талькове, но скандалы, кажется, преследуют семью. В 2019 году мать и сын подали сразу 2 иска против певицы Азизы. Ее считают причастной к смерти певца. Звезда 90-х в эфире одной из телепередач обвинила Талькова в сводничестве. Якобы еще в 1990 году он обманом пытался заманить ее на встречу с одним из криминальных авторитетов. Близких Талькова это возмутило. В итоге они обвинили певицу в клевете и попытке опорочить репутацию Игоря Талькова. Однако суд встал на сторону Азизы. Семья Талькова полностью прекратила любое общение с певицей. Татьяна Талькова не ищет публичности, а хочет только одного – правды и справедливости. Игорь Тальков-младший нашел себя в музыке, хотя его карьеру нельзя назвать успешной. Однако самый болезненный вопрос в их жизни так и остается незакрытым. Ведь точной причины гибели Игоря Талькова, а также имени заказчика и исполнителя преступления так до сих пор нет. И с каждым годом надежды на честное расследование все меньше и меньше.